Меня зовут Арсен. Я родился в Ашхабаде, столице Туркменистана, в 1988 году. И жизнь в Ашхабаде была прекрасна во время Советского Союза. Потом, после развала и независимости Туркменистана, все по-другому как-то началось быть. Очень много конфликтов было на основе человека национальности. У армянов многие проблемы появились, и большинство людей, кто там остались в Туркменистане, являлись мусульманами. Я переехал в Америку в 1997 году, и как мы переехали сюда, мне было 8 лет. Я сюда переехал со своей матерью, и мы начали жить в городе Лос-Анджелес. Я уже здесь, наверное, 20 с чем-то лет. И много чего поменялось за это время. Когда мы переехали сюда, очень трудно было. Самая трудная часть, я помню, насчет иммиграции, это было ходить на все эти кейсы, что связано с courts. И этот процесс длится не меньше, я бы сказал, 10 лет. Я скажу так, когда мы жили в Ашхабаде, я вспоминаю, наверное, самые те года, что еще все хорошо было во время Советского Союза. Но после того, как Советский Союз распал и Туркменистан принял свою независимость, все по-другому началось быть. Очень трудно было продвигаться в школе, на работе. Все было сложнее гораздо для армян. Так что моя мать решила, чтобы мы вместе переехали в Америку. И наша надежда была все заново начать в новой стране. И в этом был, конечно, я бы сказал, много чего мы не знали. Мы никого не знали здесь, в Америке. Так что был элемент страха. И то, что мы не знали, мы, когда сюда приехали, мы поняли, что мы гораздо еще меньше знали. И очень трудно было освоить язык. Особенно для меня, когда я только школу начал, я помню, меня поставили в 3 класс. И я школу начал где-то 3 месяца до того, как экзамены были. И эти экзамены проверяли человекоспособность на английский язык, на другие предметы, насчет математики, науки и так далее. Но за то, что я сам язык еще не знал, мне поставили самые низкие оценки по всех баллах. И что интересно, что где-то год спустя, когда я опять начал эти экзамены брать, все по-другому было. Так что очень трудно было переплыть этот момент и достичь efficiency в языке. Быть мигрантом тяжело удалось карьеру иметь, потому что препятствий много чего было. Я думаю, самое главное это поступить в университет гораздо тяжелее, когда ты первое поколение мигрант, потому что у тебя нет те же самые возможности, как у других студентов, у кого родители и дедушки, бабушки говорят на английском, когда ты единственный человек в своей семье, кто говорит на английском языке, пишет на английском языке, ты надеешься на самого себя, чтобы продвинуться в школе, получить высокие оценки, и помимо того еще пойти в элитную школу, университет. И шансы гораздо меньше, когда ты иммигрант, и это все по статистикам. И, конечно, это все упирается на то, что после бакалавра, после магистратуры, когда ты ищешь работу, гораздо просто людям выбрать того человека, кто звучит, как будто они здесь родились, чем взять человека, у кого есть акцент. Я думаю, это не только в городе Лос-Анджелес, это везде, по всей Америке это реальность, что
люди имеют bias против акцентов, и они хотят найти людей, у кого нет этого акцента. А, переехать в Америку это был очень хороший выбор. И, наверное, нет ни одной стране, тем более в этом периоде времени, где очень много а, проблем по всему глобусу, например, коронавирус и все другие конфликты, что происходит по всему миру, и финансовые проблемы, и другие а, источники безопасности. Я думаю, в Америке у нас самое лучшее пространство а, воспитывать своих детей, а, пробиваться в своей карьере и достигать а, новое счастье.